Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео я собрала 6 вкусных завтраков на каждый день. Все они готовятся несложно из самых обычных продуктов. Каждый завтрак вкусный по-своему. Выбирайте рецепт по своему вкусу. Первым приготовим блин с гречкой. Получается необычный, но очень вкусный и питательный завтрак. Если осталась гречневая каша со вчерашнего дня, то этот рецепт будет как раз в пору. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 20 грамм сыра трем на крупной терке. В миску кладем 30 грамм вареной гречки. Разбиваем одно яйцо. И насыпаем тертый сыр. Немного солим. И перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем вилкой до однородности. На разогретую сковороду, немного смазанную растительным маслом, выкладываем приготовленную смесь. Равномерно распределяем ее по сковороде. Убавляем огонь до минимального, накрываем сковороду крышкой и готовим примерно 3-5 минут. Пока готовится блин, половину помидора нарезаем дольками. Измельчаем небольшой пучок петрушки. Когда блин приготовился, с одной стороны кладем нарезанный помидор и посыпаем петрушкой. Накрываем второй половиной блина. Завтрак готов. Завтрак из гречка-блина получился очень вкусным и сытным. Готовится настолько просто, что с его приготовлением справится каждый. Такой завтрак особенно актуален, когда осталась вчерашняя гречневая каша. Вторым приготовим очень вкусный завтрак с картошкой. Завтрак готовится несложно из самых доступных продуктов. Приготовить такой завтрак сможет каждый. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. Картошку нарезаем пластинками. Я взяла 2 маленьких картошки, можно использовать одну большую. 3 яйца разбиваем в миску. Немного солим и перчим. Все взбиваем вилкой до однородности. 50 грамм колбасы нарезаем кружочками. 50 грамм сыра трем на крупной терке. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла. Кладем пластинки картофеля. Обжариваем их с одной стороны до легкой золотистости, а затем переворачиваем на другую сторону. Сразу же картошку заливаем уже подготовленными яйцами. Сверху на яйца кладем кружочки колбасы. Все посыпаем тертым сыром. Сковороду накрываем крышкой и готовим на маленьком огне до готовности. Завтрак с картошкой, яйцами и колбасой получился сытным и очень вкусным. Его легко и быстро готовить, что несомненно является большим плюсом в приготовлении такого завтрака. Обязательно его приготовьте. Третьим приготовим самый вкусный омлет в духовке. Такой пышный омлет все отлично помнят из детского сада. Готовится он немного дольше, чем обычный омлет на сковороде, но это того стоит. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. В миску разбиваем 6 яиц. Наливаем 300 мл молока. Сюда же насыпаем пол чайной ложки соли. Все перемешиваем венчиком до однородности. Обратите внимание, что нужно именно перемешивать, а не взбивать. Форму для выпечки хорошо смазываем сливочным маслом снизу и по бокам. Для того, чтобы омлет всегда получался высоким, пеките его в небольшой форме для выпечки. Я взяла форму размером 24 на 10 см. Приготовленную яично-молочную смесь переливаем в форму для выпечки. Все ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем ровно 30 минут. Готовый еще горячий омлет нарезаем порционными кусками и подаем на стол. Еще больше разных вкусных завтраков из яиц смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Омлет из духовки получился пышным, красивым и очень вкусным. Я думаю, никто не сможет отказаться от такого шикарного завтрака.
Четвертым приготовим очень вкусный завтрак с лавашом. Такой завтрак готовится просто и быстро, а получается сытным и необычным. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим начинку. 50 грамм сыра нарезаем кубиками. Подготовленный сыр кладем в чашу измельчителя. Сюда же добавляем 100 грамм творога. И разбиваем 2 яйца. Начинку солим по вкусу и перчим. Все измельчаем до однородности. Берем один лист тонкого лаваша и кладем его на холодную сковороду. Лаваш прижимаем к дну сковороды, а края оставляем свисать. В центр лаваша выливаем приготовленную смесь из яиц и сыра. Мелко измельчаем небольшой пучок петрушки. Петрушкой посыпаем начинку в лаваше. Накрываем начинку свободными краями лаваша так, чтобы получилась лепешка. Еще больше разных вкусных завтраков смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Сковороду ставим на плиту и накрываем крышкой. Готовим лаваш с начинкой на среднем огне примерно 8 минут с одной стороны. Затем переворачиваем лаваш на другую сторону и готовим под крышкой еще 8 минут. По желанию в сковороду можно добавить немного растительного масла, тогда лаваш получится более поджаренный и хрустящий. Завтрак из лаваша с начинкой получился очень вкусным и сытным. Готовится он очень просто и быстро. Обязательно приготовьте такой завтрак, это очень вкусно. Пятым приготовим завтрак за 15 минут для любимого мужа из яиц и картошки. Подготовим ингредиенты. 3 картофеля среднего размера нарезаем брусочками. Нарезанный картофель кладем на раскаленную сковороду с подсолнечным маслом и обжариваем до готовности. Пока жарится картофель, измельчаем небольшой пучок укропа. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Картофель уже поджарился, разбиваем на него 2 яйца. Все солим и перчим. Сверху на яйца кладем 100 грамм творога и все посыпаем тертым сыром. Сковороду накрываем крышкой и готовим на маленьком огне до готовности яиц. Приготовленный завтрак перекладываем на тарелку, посыпаем нарезанным укропом и подаем на стол. Завтрак получился очень вкусным, сытным и необычным. Обязательно приготовьте такой завтрак своему любимому мужу. И последний приготовим очень вкусную манную кашу без комочков. Готовится такая каша легко и очень быстро, а результат всегда радует. Берем 1 литр молока и сразу же от него отливаем 1 стакан молока, он должен остаться холодным. Остальные 800 мл молока выливаем в кастрюлю и ставим на огонь. Как только молоко закипело, убавляем огонь до минимума. А теперь раскрою вам секрет, как сделать так, чтобы в манной каше никогда не было комочков. 6 столовых ложек манной крупы заливаем оставшимся стаканом холодного молока. Сразу же перемешиваем ложкой до однородности и выливаем в уже закипевшее молоко. Все перемешиваем ложкой, пока каша опять не закипит. После закипания кашу варим примерно 4-5 минут. В конце варки добавляем щепотку соли, 2 столовые ложки сахара и снимаем кашу с огня. Вкусная манная каша готова. Подаем ее на стол в горячем виде, положив в тарелку небольшой кусочек сливочного масла. Обязательно попробуйте сварить таким способом манную кашу. Это намного проще и быстрее, чем сыпать сухую манку в кипящее молоко. И главное, эта каша всегда получается без комочков. Если вам понравились такие рецепты завтраков, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.